Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Василя. В данном мастер-классе мы свяжем митинги. Узор здесь состоит из двух рядов. Полотно получается эластичным и хорошо держит форму. Митинги вяжутся поперек, начиная сбоку. Одним полотном провязываем прямоугольник и в конце мы сшиваем начальный и последний ряд, формируя отверстие для большого пальца. Для вязания я использовала пряжу Yarn Art Jeans Crazy. Здесь 55% хлопок, 45% акрил. В 50 граммах 160 метров. Цвет данной пряжи 8203. От мотка у меня осталось немного пряжи. Крючок понадобится номер 4. Игла с большим ушком, маркеры и эластичная нить. Ею я закрепила верх и низ митинок, для того, чтобы края не растягивались и держали форму. Митинги можно связать на любой размер. Изначально необходимо будет набрать больше либо меньше воздушных петель и провязать столько рядов, сколько вам необходимо на обхват вашей ладони. Делаем петлю, заводим крючок, провязываем. Это первая воздушная петля, далее вторая, третья и так далее. Нам необходимо набрать 40 воздушных петель. Старайтесь набирать более свободно, сильно петли не затягивайте. Вот моя цепочка из 40 воздушных петель. В длину она получилась 23 сантиметра, но в процессе вязания она у нас будет стягиваться и полотно у нас будет меньшего размера. Узор у нас будет состоять из двух рядов. Первый ряд мы будем провязывать изнаночный. Он будет состоять из соединительных столбиков с накидом. Делаем накид и вводим крючок во вторую петлю от крючка. Первая во вторую вводим крючок. И соединительный столбик с накидом можно провязать двумя способами. Первый — это вы слегка вот здесь вот придерживаете и протягиваете через 2 петли на крючке. Вот эту крайнюю петлю отметьте маркером, чтобы в следующем ряду ее не потерять. Снова делаем накид. Показываю еще раз, как мы провязываем. Придерживаем и протягиваем петлю через 2 петли на крючке. Либо есть еще второй способ. Мне он нравится больше всего. Также делаем накид, заводим, вытягиваем петлю, поворачиваем слегка крючок и протягиваем через 2 петли на крючке. Я вяжу именно таким способом. Он для меня более удобный. Вы можете провязывать как вам удобно. Вот таким образом довязываем до конца первый ряд соединительные столбики с накидом. Их у нас в ряду будет 39. Провязываю в первом ряду последнюю петлю. Здесь можно потянуть за кончик нити и затягиваем петлю. Далее в конце всегда делаем одну воздушную петлю. Перевернули. Все последующие ряды вяжем, захватывая только заднюю стенку петли. Вот она. Этот ряд у нас будет лицевой. Мы провязываем только соединительные столбики. Сразу говорю, соединительные столбики необходимо провязывать более свободно. Вводим крючок во вторую петлю от крючка, первая во вторую. Провязываем соединительный столбик и крайнюю отмечаем маркером. Далее вводим в следующую петлю за заднюю стенку. Также провязываем соединительный столбик. В ряду также будет у нас их 39. До конца провязываем соединительные столбики. Провязываю последний столбик соединительный в ряду.
Здесь захватываем в конце обе стенки петли. Заводим крючок под обе стенки петли, вытянули и провязываем соединительный столбик. Далее в конце снова одна воздушная петля. Перевернули, вяжем изнаночный ряд, вяжем соединительные столбики с накидом. Делаем накид во вторую петлю от крючка, вводим крючок, провязали соединительный столбик и сразу же отмечаем маркером. Снова накид в следующую за заднюю стенку петли. И так провязываем до конца ряда. Провязывая в третьем ряду последний соединительный столбик с накидом, также захватываем обе стенки петли. В конце делаем одну воздушную петлю, переворачиваем, вяжем четвертый ряд. Четвертый ряд снова провязываем соединительные столбики, также за заднюю стенку петли. Заводим во вторую петлю от крючка, провязали, отмечаем маркером крайнюю петлю. Далее вяжем, захватываем заднюю стенку петли, соединительные столбики. Это у нас лицевой ряд. Таким образом у нас ряды повторяются. Провязываем до конца. Здесь также захватываем в конце обе стенки петли. И количество соединительных столбиков будет 39. Я провязала четвертый ряд, соединительные столбики. Изначально у нас цепочка из воздушных петель была намного длиннее, и сейчас полотно уже сжалось, провязав 4 ряда, и размер у нее получился 19 сантиметров. Далее ряды повторяются, провязываем соединительные столбики с накидом, следующий ряд соединительные столбики, и не забываем в конце всегда делать с этой стороны и с этой стороны одну воздушную петлю. Крайние петли отмечайте маркером, чтобы их не потерять. Вот такое получилось у меня полотно. Это у нас лицевая сторона. Здесь такие выраженные косички. Это у нас изнаночная. Если пересчитывать по вот этим косичкам, здесь у меня 21 коса. Самый последний ряд, он должен быть изнаночным. То есть последний ряд провязываем соединительные столбики с накидом. Убедитесь, что митинка вам подходит по размеру. Приложите ее к руке и будем ее сшивать. Складываем митинку пополам, лицевая сторона остается внутри. Вот у нас последняя петля. С этой стороны находим крайнюю петлю и выводим петельку. Затем захватываем с этой стороны каждую петлю и также с этой стороны заводим крючок под косичку. Здесь у нас первая петля провязана, заводим во вторую. Здесь точно так же первую мы уже оставляем, не трогаем, и заводим под вторую, под обе стенки петли. И провязываем соединительную петлю. Далее с этой стороны снова под косичку. Таким образом я провязываю 18 петель. И затем нам необходимо будет оставить отверстие для пальца. Я соединила 18 петель. Далее необходимо оставить отверстие для пальца. Вы можете примерить
и сориентироваться, сколько вам необходимо оставлять петель. Я оставляю 8, поэтому здесь вот по краю, вот с этой стороны, я провязываю 8 петель. Также ввожу крючок в следующую петлю. Первая, вторая и так далее. Оставляем столько петель, сколько вам необходимо. Я провязала 8 петель. Далее ввожу крючок в следующую. С этой стороны отсчитываем 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в 9 ввожу крючок. Провязали, и все, и до конца провязываем до верха митинги. В конце, как провязали последнюю петлю, нить обрезаем, протягиваем через петлю, затянули, и теперь кончик нити необходимо спрятать. По изнаночной стороне я продеваю снизу и сверху митинги нить резинку. Тогда края хорошо держат форму и они не будут растягиваться. Продеваю нить по кругу в крайние петли. Далее опускаемся вниз на ряд ниже и также под петли продеваем нить. Митинги наши готовы. Вот таким образом выглядит шов с лицевой стороны. Он не заметен. Здесь у нас по краям идут резиночки снизу и сверху. Надеюсь, вам все было понятно. Если остались какие-то вопросы, пишите в комментариях. Митинги можно постирать, тогда петельки у вас выровнятся и примет свою форму. Не забудьте подписаться на мой канал и вяжите вместе со мной.